Друзья, всем привет! Ну что, сегодня вы увидите долгожданное разоблачение на программу «Орел и Решка». Как и во всех своих разоблачениях, я буду сейчас вставлять маленькие кусочки из программы «Орел и Решка» и по ходу их комментировать. Сразу ставьте лайк, потому что будет очень интересно. Бонжур! Время в Женеве летит незаметно. И как вся швейцарская продукция, отдых здесь тоже высочайшего качества. Этот выпуск «Орла и Решки» посвящен Швейцарии, конкретно Женеве. И здесь, конечно, все пропитано пафосом. Это же Швейцария, друзья. Да я же могу понтоваться перед друзьями еще на год вперед. Я, во-первых, никогда здесь не была. Я давно предполагал, что когда снимается программа «Орел и Решка», то, как вы знаете, там есть один человек, который ходит с минимумом денег, а есть человек, который ходит с максимумом денег. И вот этот максимум, он в этой программе настолько преувеличен, что вы сейчас просто обалдеете. Это же вот дорогое вот это, дорогое то, дорогие вот эти. Это же все так дорого, и я в этом во всем дорогом буду. Для начала путешествия необходимо пустить пыль в глаза и арендовать самую дорогую машину в самом дорогом и элитном гараже. Давайте посмотрим. Арендовать автомобиль в Женеве не проблема. Проблема его выбрать. Чтобы справиться было проще, я приехала в один из самых элитных ренталов Женевы, где находятся самые крутые тачки современности. Ивлеева первым делом отправилась в Женевский гараж, который предоставляет на прокат самые крутые дорогие тачки. Дальше мы зайдем на сайт этой компании. А сейчас обратите внимание, что мы находимся в Женеве, но почему-то все автомобили с маркировкой ВД. Но я выбрала себе машинку с огоньком и с историей. Honda NSX. ВД – это кантон Во. Он находится далеко от Женевы, но почему-то нам показывают гараж именно с аббревиатурой ВД. Это то же самое, что мы, например, будем снимать ролик про Москву, и там у всех будет номер 77, а пойдем в автосервис, в котором будет номера 26, например, Ставропольский регион. Такого же нету в России, так и в Швейцарии. Такого не бывает. Поэтому мы делаем вывод, что это просто реклама этого элитного гаража, который находится даже не в Женеве. Настя выбрала автомобиль Honda NSX, но на самом деле на сайте этой компании этот автомобиль не представлен, поэтому мы делаем вывод, что это обычная рекламная интеграция. Причем этот автомобиль арендовали якобы за 5155 франков на 2 дня, но сейчас мы будем проверять данную информацию. Для начала заходим в любой поисковик, например, Яндекс, набираем Elite Car Rent, вот он, пожалуйста, высвечивается, переходим на их сайт, и сначала мы забиваем страну, мы находимся в Швейцарии, забиваем город, мы находимся в Женеве, и выбираем тип автомобиля, например, Extensional, это самые крутые тачки, и продолжаем, значит, смотреть, сколько у нас стоит автомобили за день. Например, Aston Martin Vintage V8, который стоит около 300 тысяч долларов, стоит в день 1350 франков. Смотрим дальше. Ferrari 488 Spider стоит 260 тысяч долларов, в день он стоит 1650 за день. Переходим дальше, и вот смотрим Ferrari Portofino, очень похоже на Honda NSX внешне, и цена примерно такая же, около 220 тысяч долларов, вот, но за день стоит всего 1350 долларов. Lamborghini Huracan Spider, тоже очень красивая машинка, всего 1550 долларов за день мы можем ее спокойно арендовать. Если мы опустимся дальше, у нас представлен Mercedes-Benz AMG GT Cabriolet. Он стоит всего-то 950 долларов за день. То есть вот таких цен, как нам раньше показали, совершенно не представлено. И вот Porsche Carrera у нас стоит 1050 за день, и это все. На этом сайте больше не представлено эксклюзивных, дорогих и машин, которые можно было бы. Вот она еще раз, Ferrari Portofino. Так что мы делаем вывод такой, что здесь была сделана просто рекламная интеграция Honda NSX. На сайте этот автомобиль не представлен, и цена занижена, ну, минимум в 2 раза.
То есть такой автомобиль, если бы он даже и был представлен в каком-то автосервисе, автосалоне, он бы стоил в районе $1500 за день. То есть $3000 за 2 дня. У нас бы все это обошлось. Все знают про швейцарские сыры, часы и ножи. Но мало кто знает, что в Женеве есть еще одна уникальная вещь. Самая дорогая в мире икра. Давайте все вместе отправимся в этот ресторан икры и узнаем, сколько же денежек отдала Настенька за дегустацию икры. Это икра иранской белуги. Сама рыба очень редкая и находится на грани исчезновения. Good. Cheers. Thank you. Прекрасный тост. Вот это я понимаю. Вот это вот человечек зашел перекусить. Самой дорогой икры в мире. Ивлеевой сейчас принесли 500 грамм черной икры. Она ее будет дегустировать. Но мы давайте с вами смотреть и наблюдать за этим приятным процессом. С ума сойти. Это что за отдых такой? Это супер. Thank you very much. Enjoy. Да, совсем забыла сказать. Стоит эта самая икра $8000 за кило. $8000 за кило. Вы представляете, на эти деньги можно купить какой-нибудь маленький автомобиль. А человек в программе «Орел и решка» дегустирует эту икру за 10 минут. Вы вообще сейчас понимаете, сколько стоит мой организм? Сколько стоит мой желудок? Так что, ребят, не покупайте себе машины, не покупайте себе квартиры, дегустируйте икру за $8000, и все у вас в жизни будет хорошо, как у Насти Ивлеевой. Если есть возможность, стоит попробовать. Thank you. Это все. Мне было вкусно, мне было дорого, и я сама сейчас себя ненавижу. После просмотра этого сюжета я, конечно же, начал искать в интернете цены на иранскую белугу. Особо ничего не нашел, потому что в Швейцарии нужно запрашивать официальные прайсы в магазинах. Поэтому я связался напрямую с этим рестораном, попросил у них официальный прайс. Так как у нас есть булочная в Швейцарии, мы имеем право от имени булочной спрашивать подобные вещи, делать запросы. Я сказал, что мне нужна эта икра для приготовления русских пирожков с икрой. И сейчас дальше я вам покажу слайды на самую дорогую икру в мире за 8000 за килограмм. В верхнем кружке будет представлена граммовка, обычно там граммовка идет 50 грамм, а в нижнем кружке на 3-й строчке будет представлена конечная цена за эти 50 грамм. Ну что, смотрим. Кавиар Шрекел 50 грамм стоит 61,90. Кавиар сибирская икра 50 грамм за 67 франков. Кавиар Шрекел, еще одна. Один сорт, 72 франка стоимость. Кавиар Оона малосольная 50 грамм стоит 105 франков. Кавиар Оона малосольная стоит 116 франков, можно еще взять по акции за 99. И кавиар Белуга стоит 50 грамм 199 франков. Обычной математикой мы понимаем, что примерно 200 франков стоит 50 грамм икры, значит 400 франков стоит 100 грамм икры, значит килограмм стоит целых 4000 франков. Это, конечно, тоже не очень дешево, но поймите, что опять же завышены цены в 2 раза, ровно в 2 раза. В следующем сюжете Настя Ивлеева отправляется на прогулку в Альпы на вертолете. И, конечно же, сняла его она тоже за очень-очень большие деньги. Для этого я арендовала себе вертолет. Полет на вертолете в программе «Орел и решка» обошелся в 3726 франков, потому что Настенька очень любит летать на этом виде транспорта. Обожаю летать на вертолетах. Я хлебом не корми, дай полетать. А давайте теперь вместе зайдем на сайт вертолетной компании в Женеве и посмотрим, сколько стоит полетать на этом прекрасном чуде техники. Давайте также зайдем на любой поисковик, забиваем вертолетные компании в Женеве.
у нас на второй строчке, и на первой строчке Heliport Женева. Заходим на их сайт и смотрим. Так, бронирование. О, наш вертолет, на котором мы только что отправили Настеньку в полет. Поднимаемся выше, сверяем все данные. Вот, пожалуйста, телефон можете позвонить, на сайт можете написать, спросить. И дальше нам нужно узнать цену. Вот, например, разные цены. 5 человек стоит 1900 евро, 6 человек 2200 евро. Это на 5, на 6 человек. На компанию из 2 человек будет еще дешевле. И вот, например, у нас время полета 30 минут. Вот, и летим в сердце Альп. За 5 человек у нас стоит 1500, 1800, 2300 евро. Этот скрин нам опять же показал, что стоимость вертолета существенно ниже. Тут, конечно, они не в 2 раза загнули цену, но почти что в 2 раза. Но зачем это делают, я до сих пор не понимаю. 5-звездочных отелей в Женеве огромное количество. Но я не хочу жить просто в роскошном номере. Я хочу жить в самом дорогом номере в мире. Настя Ивлеева из программы «Орел и решка» пришла в самый дорогой отель в мире, который называется «Президент Уилсон», и сейчас будет заказывать самый-самый дорогой номер вообще на планете. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать в отель «Президент Уилсон». Мне нужен самый дорогой номер в мире. Самый большой номер в Европе и самый дорогой в мире. Он стоит даже 80 тысяч в ночь. Но все равно находятся люди, которые снимают его на месяц, на 2 и даже больше. Сам консьерж говорит, что номер стоит 80 тысяч франков в сутки. Давайте зайдем на сайт этого отеля и посмотрим, сколько же стоит самый дорогой номер в мире. Опять заходим на любой поисковик. Забиваем по-английски President Wilson A Luxury Collection, отель 5. Переходим на их сайт и читаем информацию, сколько же стоит самый дорогой номер. Женевский отель Президент Уилсон предлагает своим гостям самые роскошные и дорогие апартаменты. Так, президент Royal Penthouse Suite занимает весь верхний этаж. И стоит за ночь 65 тысяч долларов, ну или франков. И поверьте, цена далеко не завышена. Получается, что официальная информация о цене 65 тысяч долларов или франков, а информация для телевидения 80 тысяч долларов. Почему так происходит, я не понимаю. В итоге Настя взяла не самый дорогой номер, как хотела, но номер на порядок ниже, который стоит целых 14 тысяч долларов за сутки. 28 тысяч долларов за уикенд. Ну что ж, посмотрим на крохи, которые мне достались от арабских шейхов. Ого-гошеньки. Давайте теперь на сайте забиваем наши данные Женева. Например, мы приехали с 20 декабря по 22 декабря, а один взрослый, без детей, один номер, и путешествуем по работе. То есть нам будут выдаваться самые дорогие номера, которые есть только в этом отеле. Вот самый бюджетный вариант — это от 700 франков. Опускаемся ниже. Хороший уже номер можно за 1000 франков снять. Вот они идут: 1000, 1800, 900, 1100, 1200. И получается, что самый-самый дорогой номер, вот у нас около 8000. Вот я его обвожу, чтобы показать, что именно это тот номер. Ниже, видите, уже номеров нету, просто вот их нету в природе. И стоимость у нас получается 8530 франков за 2 дня. Огромная гостиная, шикарная ванна и спальня. Если не знать о существовании более дорогого номера, то этот вообще топчик. Давайте посмотрим фотографии наших номеров, которые мы сняли за 8500 за 2 дня. Опять же повторяем все наши параметры и заходим в фотогалерею того номера, который мы будем снимать. Смотрите, чем-то очень похож на номер Настеньки. Прекрасный вид на Женевское озеро, на горы, красивая ванна, гостиная, прихожая. И все это стоит всего 8530 за 2 дня, а не 28
тысяч, как у Насти. В общем, наш номер стоит всего 8530 франков за 2 дня, а Настин такой же номер стоит аж 28 тысяч франков за 2 дня. А знаете почему? Сейчас Настя вам сама все объяснит. Самое главное, вишенка на торте, дорогие друзья, вид на Монблан. Саня, что из них Монблан, ты там сам разберись, потому что тут 2 горы. Друзья, ну что, вот такое разоблачение у меня получилось. На самом деле еще есть очень много нюансов, чего разоблачать. Вы, пожалуйста, поставьте сейчас лайк, напишите комментарий, как вам такой вид разоблачений. Можно, конечно, разоблачать еще и бедняков, потому что там тоже приведены не очень корректные цены. И если вам это интересно, я сделаю определенный ролик на эту тематику. А мой вывод по программе Ирешка таков, что они специально нижнюю планку очень сильно занижают, а высшую планку по финансам очень сильно завышают, чтобы придать еще большего ажиотажа своей передаче. Программу «Орел и Решка» я очень сильно люблю. В ней можно найти много достоверной, хорошей, правдивой информации для туристов, для путешественников. Но после этого своего расследования я, наверное, буду относиться к передаче «Орел и Решка» с меньшим энтузиазмом и с меньшим доверием. Так что, дорогие продюсеры канала передачи «Орел и Решка», пожалуйста, больше не обманывайте людей и не вводите их в заблуждение. Любой человек может проверить достоверность любой информации. Живем в 21 веке, в эпоху интернета. Всем пока-пока и удачи!